Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за нашими прямыми эфирами и утром, и днем, и вечером. В общем, особая благодарность тем, кто не пропускает ни одного выпуска. Чтобы не пропускать ничего, нужно нажать уведомление о новых эфирах или новых программах. Спасибо всем большое за то, что мы вместе. Пламен Пасков на прямой связи, в прямом эфире, прямо сейчас. Видите, сколько прямых углов мы сегодня обсудим. Пламен, приветствую вас. Приветствую нас и вас, и вашу большую аудиторию в нашем политическом параллелепипеде с нашими прямыми углами. Ох, параллелепипед еще тот. Обсудим мы сегодня коалицию желающих, обсудим все, что только, скажем так, происходит и закручивается этой осенью вокруг Украины. Прошел дедлайн, собственно, Трампа, и у нас новые обстоятельства периодически возникающие. Как ни крути, пытаются выставить вот какую-то, ну, собственно, необычайную историю. Искандер целый прилетел в кабинет министров позавчера. Но и сегодня много, скажем так, вопросов. И многое становится понятно. Ну, например, 300 миллиардов не хватает Украине на этот год, чтобы довоевать по-людски. 300 миллиардов. Ну и следующий, чтобы как это, дайте денег. С вооружением туго, потому что дроны как-то половина их не летает. И, ну, это всех очень и очень триггерит, мол, как это, вроде деньги потрачены, планы президента Зеленского выполнены, он же говорил, миллионы дронов, а где они? Тоже нет. И такой тихой сапой ползут в наступление не шибко быстро, но продвигаются вперед российские военные. Два слова о формате нашего сегодняшнего эфира. Он традиционен. QR-код, который видите возле меня на экране, это возможность первыми задать вопросы в сессии вопросов и ответов в конце нашего эфира. А так, заблаговременно в клубе зрителей «Шелест» и, конечно же, в сообществе YouTube можно оставить вопрос заранее. Ну и с чатом пообщаемся точно. Что-то какая-то вот нехорошая история происходит с голосованием. Я решил вот как бы темой нашего эфира и вот голосованием нашего эфира обозначить следующее, но YouTube почему-то не дает. В общем, глючит, пишут люди в голосовалке. Ну, пишите в комментариях тогда. И давайте начнем с этого вопроса. Чего вы не можете простить Зеленскому? Варианты ответов. Начало войны, кидка в 22 году, воровства, Зеленский ни в чем не виноват. Это все Путин. Какой вариант бы вы выбрали? Ну, не знаю, голосование пока не работает. В чем вопрос? Может, во время эфира перепишем. Ну, давайте с этого начнем. Удивительно, но в этот раз я не услышал, на мой взгляд, главный ответ, а именно попрание и вообще-то нарушение всех прав, свобод, благо, во имя которых он клялся, божился и которых рекламировал, прокламировал и типа даже киношным образом защищал в сериале «Слуга народа». Там ценности и бесценности, за которые он сражался, все там, сколько там сезонов это было. Ну, очень быстро он об этом категорически забыл и стал вспоминать только об этих небольших участках Конституции Украины, которые ему сейчас нужны для объяснений, вернее, оправдания его политического поведения либо политического бездействия по некоторым острым вопросам, касающимся жизни сотни тысяч людей, которые погибают. Соответственно, то, что он наворовался, да, это неприятно. Ну, понимаете, что такое коррупция? Коррупция – это, скажем так, афера, в которой я не участвую, потому она и коррупция. То есть люди просто завидуют, если он там нажился. Они как-то не моральным знаком это, но в плане чисто человеческой зависти. Что там еще было? Первое, по-моему, было не коррупционное. Что он обманул 2022 год? Нет. Как это было? Первый вопрос. Ну, смотрите, варианты. Начало войны, кидок 22 года, собственно, воровство, и Зеленский ни в чем не виноват, это все Путина. На самом деле голосование идет, но он не высвечивается. Сейчас попробуем перезапустить. Так вот. Первый, на мой взгляд, это самый реалистический, потому что как бы не выглядело неправоверно и, скажем так, невыносимо и недопустимо для мышления даже, но начало войны, хотя формально это, во-первых, не начало, а во-вторых, любая война начинается в силу определенных причин,
начало войны действительно лежит как минимум процентов на 50 на плечах, на совести, на ответственности именно Зеленского. Потому что кто туда вписал в Конституцию Украины, что мы должны войти в НАТО, и мы идем курс НАТО и все остальное. Это уже не кружевные трусики там европейской интеграции, это НАТО. Тот, кто вписал это НАТО, он и нарушил условия Будапештинского меморандума, в том числе, он и нарушил все эти изначальные договоренности, когда Украина отделялась от Советского Союза, он нарушил все обязательства о том, что это должно быть нейтральное, не обязательно дружественное, но хотя бы военно-нейтральное государство для того, чтобы обеспечивать какое-то, ну скажем так, мирно-соседское сосуществование. Тот, кто это внес, он и вызвал войну, и уже технически, когда, кто, как, на какие условия, какой датой, каким образом, какими войсками, это вопрос чисто уже сложения планет, астрологических расчетов и других там особенностей. Ну, это неизбежность. Тот, кто это внес, это означает прямой вызов угрозы Москвы. Физически существовать столица, не Российской империи, а Российской Федерации. Соответственно, да, минимум 50% вины, конкретной ответственности лежит именно на Зеленского. До него, конечно, 8 лет тоже сильно старались, но еще раз, я поэтому говорю, там, как у вас ответы идут, что вот эта ответственность лежит на него. Можно, конечно, спокойно обвинять и Петра Алексеевича Порошенко, можно обвинять и уже обозе, почившим там Порубий, и можно обвинять, естественно, по-моему, там и Яценюка можно обвинять, и кто там еще, Турчинов там был, по-моему. То есть всех этих активистов можно коллективно, спокойно направить обвинительный палец и сказать, вот эти ребята вызвали то, что началось 24 февраля 2022 года. И это так. А все остальное дело техники, все остальное дело других внешних и внутренних обстоятельств, которые все равно могут замедлить либо ускорить, но этот процесс к запуску 24 февраля 2022 года и к нынешним ударам по Кабмину, соответственно, Искандерами, к нынешнему рекорду 804 дронов. Мы, помните, прогнозировали, что до конца лета, либо максимум до начала середины осени будет рекорд 1000 дронов в день перешагнут. Вот и приближаемся, ровно так же, как и мы и говорили. Все остальные варианты ответа, я так понимаю, посмотрим к концу нашей передачи. Я думаю, что процентов 30 проголосует за первый пункт. Процентов 30, это мое ожидание, не прогноз, а ожидание. Пока больше. Пока больше. Пока еще больше даже, да. Пока больше. Начало войны не могут простить Зеленскому, хотя вот процентов 30 это Стамбул 22 года. Пламен, давайте начнем с пламенных новостей, потому что мы в прямом эфире, сейчас 12:31. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте об этом ритуале на YouTube. Слушайте, какая-то странная история происходит. Майдан, где бы вы думали? В Непале. Представляете? На фоне изменившегося миропорядка, на фоне Китая и Индии, которые, собственно, встретились, которые сблизились на фоне, собственно, политики Трампа. Тут разрыв, правительство эвакуируют на вертолетах, подожгли здание парламента, уходит в отставку премьер-министр Непала. В общем, все серьезно. Переворот в Непале. Слушайте, а как же там заявка ШОС была, как вот это вот, то есть, как это вообще отразится на отношениях между Индией и Китаем? Это прям между ними. Плюс, посмотрите, как вот, за красотой игры. Повод вообще выеденного яйца не стоит. 2 года назад наложили ограничения на соцсети. А тут вот они сидели 2 года, и после ШОС, сближения Индии и Китая, вот решили прям выступить. Что сие означает? И не является ли это ответом, Deep State, тех, кто стоит в тени Трампа, Америки, глобальной, фундаментальной, геополитической, гегемониальной, на то, что произошло неделю назад в Китае? Слушайте, это очень грамотный ход. Это очень грамотный ход, потому что приурочен по времени именно непосредственной близости. Это действительно надо же так организовать, чтобы после ШОСа, чтобы после парада, чтобы после вот этих пару-тройку дней спустя, когда продолжают раскручиваться достаточно большие знаковые союзы, переговоры, разговоры и намечание определенных альянсов,
Но вы, правда, правильно сказали, что это повод, а не причина. Всегда есть разница большая, одесская, что называется, между поводом и причиной. Две большие разницы, что называется. Ам, у Непала, и знал бы, что сегодня этот вопрос будет звучать, обновил бы, освежил бы, скажем так, свои познания по этой тематике, потому что я занимался этим, когда последние политические обзоры я сканировал, но август был месяц такой, немножко кое-что пропустил, но у Непала есть действительно большое противоречие в обществе, оно вовсе не связано ни с какими социальными сетками. Социальные сетки – это определенные категории, скажем так, населения, которые везде в мире одна и та же, ребят 15, 24, 25-летнего возраста, которым это действительно болезненно и как-то уже вошло в привычку, в экранную зависимость. Если мне что-то отрубят, я готов начинать истерить. Если мне кто-то скажет, что лучше истерить, скажем так, на улицах, около Кабмина, и там поучаствовать в какие-то поджигалки, то найдутся достаточно таких готовых и организаторов, и все остальное. Но у Непала есть другая причина, которая действительно очень сильно раскалывает общество. Общество буквально требует вернуть монархию, потому что недавно они перестали быть монархией, ну, под монархическим управлением. Все вспоминают моменты и правления, и все еще живые, скажем так, наследники последних монархов, которые обеспечивали достаточно другой уровень справедливости, понятности, стабильности. То есть жизнь у людей. Я припоминаю, лет 15-20 назад мы удивлялись, что индекс счастья, то бишь спрашивают людей, насколько вы счастливы, какой у вас валовый внутренний продукт, там, потребительская корзина и всякое такое, именно насколько ты счастлив, черт возьми, этой жизнью, которой ты живешь. Бангладеш и Непал были в первых местах. Хотя, как это связать Бангладеш с Непалом? Правда, Непал был на первое место, Бангладеш была на втором месте. Но оставим там счастье, это дело лирическое, и это еще раз, это уже вопрос прошлого. Очевидно, там со счастьем уже не все хорошо, но для того, чтобы поджечь вот эти административные здания в Катманду, то бишь столице Непала, не нужно, чтобы даже 50, а то и 30% населения Непала этого хотело. Достаточно 0,5% из некоторых, которые проживают в столице Катманду, чтобы их хорошо организовать, хорошо замотивировать и хорошо координировать, и они это сделают, потому что непальцы народ достаточно такой, ну, не агрессивный, не вооруженный, не военный, и к этим вещам относятся немножко наивно и почти беззащитно, как маленькие детки. Высота, Гималай, там даже не Тибет, а там прямо Гималай. А почему на самом деле это было сделано? На мой взгляд, это чисто британская заварушка. Потому что Британия действительно контролирует вот этими Commonwealth, Индии и всем остальным. И если идет процесс некоторого, ну не то что сближения, скажем так, нормализации отношений между Индией и Китаем, Нарендра Моди взял в руках, то есть нарушил все азиатские протоколы, скажем так, личной неприкосновенности физической, там прикасаться к телу других людей, нарушать личное пространство и прочее, которые острее, чем у нас у европейцев. Он взял в руках, если помните, руку и Путина, и Си, стал смеяться, стал их собирать, и вообще-то это вошло уже в кинохрониках и во всех событиях, которые мы уже обсуждали. Чтоб он на такое пошел, причем буквально неделю или полтора недели назад вообще возобновили авиасообщение между этими двумя странами, которые давно не было. Это шаг, который, наверное, рассматривается определенными рыцарями плаща и кинжала. Я подозреваю, у правого берега Темзы, в славном городе Лондоне, ну, что так делать нельзя, что Commonwealth от этого будет не лучше, будет хуже, поэтому надо как-то что-то чем-то как-то разрубить. И там есть всего две точки, которые являлись, скажем так, взаимно признанные границей между Индией и Китаем. Вся остальная граница между Индией и Китаем, она запунктирована на Google картах и по сей день. Единственные, которые не запунктированы, это как раз Непал и Бутан. Все остальное запунктировано. То есть одна из двух бесспорных точек границы, они сейчас ее поджигают. Я уверен, что действительно вопрос не в социальных сетках. Я это подозревал, может быть, я ошибаюсь. Я должен освежить свои данные. Но совершенно очевидно, процесс цветных революций уже переносится из обычного театра, скажем так, цветных революций. Правда, в Сербии продолжает идти 11-й месяц попытка свергать Вучича. Опять же, на какой-то повод, который не тянет на 11 месяцев протестов по всей стране. Козырек в Новом Саду упал, 16 человек там то пострадали, то погибли. Ну, 5 погибли, еще несколько там. Ну, коротко говоря,
повод есть за коррупцию, за некачественную стройку и за другие обычные, скажем так, изъяны капиталистического общества, когда нажива важнее, чем безопасность людей, чем стандарты, чем совесть и чем ответственность. С этим все понятно. Но чтобы 11 месяцев раскачивать все государство, причем действительно мощнейшим и масштабным образом, и выводить на улицах больших городов Сербии, их не так много, но все-таки выводить сотни, а не десятки тысяч людей, причем регулярно, слушайте, это уже действительно титаническая сила, и Вучич в этом обвиняет. Естественно, не знаю почему, но Европейский Союз, куда Сербия уже глав за главу закрывает и готовится вступать. То есть Вучич обвиняет тех, куда он, в клубы которых он собирается вступать. Но Непал достаточно отдаленная территория. Я думаю, что после индийско-пакистанского конфликта, после войны Таиланда с Камбоджей, после вот того, что мы сейчас обсуждаем, там ждет определенная серия таких действий, потому что для того, чтобы AUKUS, напоминал, Великобритания, Соединенные Государства Америки, Канада, Австралия и Новая Зеландия совершили свое дело как МАВР, им нужно не туда дебаркировать там пятым, там седьмым американским флотом, японским флотом и другими там и прочие, либо там авианосными группировками, они будут пользоваться теми странами, которые являются прямыми соседями Китая, будут поджигать его по краям, насколько им это возможно. И это Смотрите, один из первых огоньков. я почему вот как бы вот с вами, да, вот сюда внедрил ситуацию в Непале. Многие такие классические аналитики неправильно скажут, что, ребята, ну это как бы немножко другая территория, своя вот эта вот история, действительно, это прямо связано с потеплением между Индией и Китаем, действительно, это отголоски, возможно, да, вот этот ШОС, банк ШОС, новое, скажем так, ну, вот такой ход Запада, да, против условно обосабливающегося глобального управления Си Цзиньпина, все как бы тянутся, то есть хороший ход, все понимают. Но я почему вот в нашем с вами диалоге вот это хочу как бы вкрапление обосновать немного иначе. Принято считать, что, ну, вы сами об этом говорили, мы с вами неоднократно тоже встречались, о том, что, ну, условно, США могут вести 1,5 войны. Ну, вот, 1,5, да? Ну, то есть, одна война полноценна, плюс там еще, или какие-то там 2 по 0,7, да? 2 по 0,75 войны. То есть, вот так они могут вести. Но у меня же вопрос возникает принципиально важный и другой. Британцы могут поджигать что-то одно или сразу несколько? Могут ли они что-то поджигать и контролировать этот поджог параллельно с войной, которая стоит на этих рельсах, и сейчас все взоры куда? На карман Европы и на ее какой-то там арсенал, на ее там топорики, которые спрятаны где-то. Плюс еще американцы, да, давайте. У нас на самом деле ситуация же критическая. Просто об этом никто не говорит, вроде как все нормально, война где-то там идет и идет, но там, ой, людей не хватает. Ну, о людях мы поговорим позже. Ну, вот смотрите, людей не хватает, а так все есть. Да нет, ничего нет. Дефицит снарядов ПВО. То есть он прям... Смотрите, все же говорят, вот 1000 запустили целей, 800 целей, 500 целей. Ну так это все сбили. Ну так это чем сбили? Да? То есть ресурс истощается, ПВО истощается. А если россияне, а это все как бы говорят о том, что они будут там день через день наносить подобные удары, понятно, они будут достигать цели, понятно, что это, ну, это серьезная история, это прям больной удар. Ну, прям боль будет испытывать условная вот эта коалиция желающих, которая еще как бы сильно не включилась, но уже им болезненно. А тут же британцы, которые там вынужденно подожгли этот Непал и сейчас будут там разруливать. Ну, тут там разные есть там трактовки, кто-то говорит там Индия и Китай наоборот возьмут и вместе как бы помогут Непалу. Кто-то говорит, Китай ведет войска или полицию, или кто-то силовое решение. В общем, надо угомонить непальцев. Но суть не в этом. Это же оперативное руководство британское. И в Украине оперативное руководство британское. Британцы не порвутся.
Британцы выглядят сильно меньше и слабее, естественно, чем Соединенные Государства Америки. Если посмотришь даже на количество армии, вооружений и всего остального, даже их ядерное оружие, это фактически американское ядерное оружие на правах пользования, что называется, на правах дислокации, не более чем. Однако Британия это сетевое государство, причем одно из первых, простите, пожалуйста, одно из первых больших по-настоящему сетевых. Первое, самое большое сетевое, это Ватикан, конечно. Ватикан, который выглядит еще более малюсеньким, практически даже частью какого-то города, Рима, города на семи холмах, что называется. Но Британия это следующее, потому что Commonwealth это и есть британская империя, которая называется сейчас вежливо британское сообщество. Правда, все эти страны, когда их соберешь, 56 стран, кстати, это 2,4 миллиарда населения. Из этих 2,4 миллиарда населения Индия представляет больше половины всего этого населения, потому что там 1,5 миллиарда, плюс некоторое население там, не некоторое, а полностью население Пакистана, Бангладеша, Непала и Бутана с некоторыми особенностями, естественно, ну, там набухает практически, наверное, на 60, на 70, а то и больше процентов. Кстати, это уже начинает отражаться достаточно сильно и заметно в самой британской административной верхушке. Там представители индийцев, и, вернее, полуострова Индустан, ну, процентов на 30, а порой и даже не вопрос количества, вопрос власти имения, шеф шотландской националистической партии пакистанец, мэр Лондона пакистанец, Сюэла Брейверман, которая была министром внутренних дел, она, понятно, тоже отсюда. Нынешний министр внутренних дел, который недельку назад присягала, положа руку на Коран, а не на Библию, в Англии, на своем статусе, она оттуда же. Мэр Бирмингема, тоже, то ли шеф парламента валийцев, то бишь Уэлса, они тоже. То есть, если там посмотришь, там полуостров Индустан рулит уже большими процессами, и уже дело не в количестве представителей, а именно в ранге. Риши Сунак тоже таким же он был. И совершенно очевидно, что этот процесс достаточно мощный не только на территории Великобритании, но и в Канаде, который тоже является Великобританией. А в Канаде мэр Калгари, он такой же. В Канаде шеф либеральной партии, либерально-демократической, который чуть не стал тоже премьер-министром, Марк Карни с трудом его обогнал, он синг, он даже с этим там чурбаном там на голове, с этой там специфической бородой, которая у них это традиционно. В Америке та же самая ситуация, в Австралии та же самая ситуация. То есть в этом же Five Eyes, то бишь в этом большом союзе AUKUS, оказывается, что Индия и полуостров Индустан, причем конкретно, естественно, касты, и даже конкретно, если хотите, субэтносы вот этого большого суперэтноса, они достаточно плотно и мощно представлены как в на политическом административном уровне, так и на уровне банковского сектора, так и на любом другом, в том числе и хай-тековском уровне. Слушайте, не напомните, как называют главного исполнительного директора корпорации Google? Сундар Пичай. Посмотрите на фотографию. Не выглядит как Марк Цукерберг, сразу уточнял, да. То есть, может ли Великобритания вести такие прокси-конфликты? Она их ведет. Она их ведет, потому что из этих в 2023 году это было 83 или 87 больших конфликтов с большой интенсивностью. Это означает больше 100 тысяч убиенных в рамках года. Там до 10 это малой интенсивности, от 10 до 100 тысяч это средняя интенсивность. И выше 100 это высокая интенсивность. Это такая градация, классификация, что называется. На 2024 год я вам сейчас не подскажу, хотя в конце декабря я тоже делал вот эти подсчеты. Но там, как посмотришь, как минимум треть из этих конфликтов управляются именно ими же. То есть никакая проблема нет вести 1,5 или 2 войны одновременно. Они ведут как минимум пару десятков войн совершенно спокойно и сейчас. Поэтому сила сетевого государства, сетевого это вопрос, конечно, другой для тех, которые понимают, что я вкладываю в этом понятии и что это означает, это вопрос действительно более длинный. Но я сейчас коротко. Сила сетевого государства сильно превосходит даже другие государства, которые формально поединично выглядят как сильно более мощными финансово, военно, административно, политически, по количеству населения, по количеству территорий, даже по количеству полезных ископаемых. Сетевое государство это другой формат, который, ну, грубо говоря, это и есть настоящие метрополии. Это и есть настоящий путь к какому-то
скажем так, главенству, либо власти, которые действительно можешь излучать и захватывать, инфильтрироваться так и насколько тебе нужно. Но это очень коротко. Я понимаю, что немножко, наверное, общо Ну, это смотрите, сказал, но хочу закончить, чтобы другие вопросы, да, смогли рассмотреть. сетевое государство, но мы видим, я вот все равно как бы вот отталкиваюсь от того, что есть определенный кризис идей, кризис исполнителей, вырождение тех же самых элит. По поводу Корана и министра там, внутренних дел, там немножко по-другому называется, да, уроженки, ну, в общем, мигрантской семьи в Британии, это, конечно, вы хорошо вспомнили, как раз-таки, знаете, вот это пчелы против меда, то есть, ну, нормально, пчелы против меда. Она, конечно, обязательно поборет вот это как бы, да, замещение населения Великой Британии, эти все конфликты будут выглядеть по-другому. Меня интересует другой момент. Техника та же самая. Вот мы сейчас в прямом эфире, и во время прямого эфира Зеленский сообщает страшную новость. Яровая, Донецкая область. Значит, был авиаудар и пришелся в место, где украинские жители, ну, населенного пункта получали пенсии. 21 погибший, причем сопровождается все это видео, а я вот себя ловлю на мысли, где-то я видел это видео, ну, подобные кадры. Так, елки, это Буча. Ну, то есть, точно такое же видео, имеется в виду, что... Не, разное видео. Я просто имею в виду, что точно так же снято. Человек берет и снимает, как тела, вот это все, да, вот лежат, вот это вот, ну, как бы... Понимаете? Не меняется тактика, ведь то, что это опубликовано, то, что это публикует, там, понятно, Зеленский, Ермак, вот это все, власть, это ведь определенная, ну, как бы не изменившаяся тактика. Ну вот смотрите, прилетела по Кабмину, ну там, Искандер, и момент показали, вот смотрите, все честно, потому что реально люди смотрят на все происходящее позавчера и думают, подождите, ну если Искандер, ну покажите запись, покажите, как попадала, а где вот эта часть, которая, ну там, сбитая, в общем, взорвалась она в небе, не взорвалась, куда упала, ну то есть Искандер, все же прекрасно понимают, что это за оружие. Все прибежали, послов привели на следующий день, поводили, показали, вот, смотрите, вот, это террор. Недостаточно. Не надо как-то дожать. Хоть и вся пресса... А вся пресса, представляете, что написала? Ой, пробили ПВО. Да елки-палки, надо же Россию хулить, надо же санкции добить, дожать. Надо же вот это вот, чтобы Европа и Америка вот как бы ударили мощно по российской экономике. В этом цель. Или там ракеты подкинули, да, или еще там финансирование подкинули. А так получается, уже и по Кабмину стреляют. Уже вот, смотрите, Яровая, Донецкая область, жесточайший удар с самолета, авиабомбу сбросили, 20 плюс человек погибших, люди пенсии и старики получали. Представляете, какие террористы. Опять я почему-то кажется, что вот поменялось все. Вот если бы это вот в 22-м, это была бы жуткая трагедия. Сейчас видите как. Западу плевать, 300 миллиардов гривен не хватает до конца года. Вооружение, ну только пробники, какие-то минимальная какая-то вот такая помощь и поддержка. Почему такие мудрые, премудрые, с британскими сетевыми обычаями сетевого государства не прибегают к каким-то другим методам или, ну там, растрясти толстосумов западных на деньги и ракеты, или просто, если это невозможно, и денег, и ракет, и денег и оружия у Запада нет в нормальном количестве, они им там самим нужны, ну просто взять и красиво выйти из войны. Во-первых, красиво выйти из войны им нельзя, просто потому, что их экономики, мягко говоря, болеют тяжелыми, хроническими, ухудшающимися, практически уже нелечимыми внутренними средствами болезней, которые можно вылечить только обычным колониальным образом, то бишь добить где-то со стороны, с какого-то другого государства или территории какие-то ресурсы, которые могут нам решить частично вот эти вопросы. То бишь столетний договор, коалиции желающих, которые должны были свои присоски впить в тело и в недрах Украины для того, чтобы выкачивать и высасывать для лечения и решения своих
внутренних проблем, а не для решения каких-то украинских вопросов. Почему они продолжают пользоваться именно тем же инструментарием, который нам уже оскомину набило, и который уже невооруженным глазом сразу становится очевидным, а просто потому, что, во-первых, это пока что работает, правда, работает все хуже и хуже, потому что народ уже, конечно, усвоился, и придумывать кому-то новому практически нет, потому что производство думающих людей – это мировая катастрофа, мировой кризис, который начался примерно в середине конца 70-х годов 20 века, когда образование стало, мягко говоря, портиться, может быть, это самое правильное слово, и процент порчи, коррупции, развала и гниения вот этого процесса образования действительно, я имею в виду, привел к тому, что остались только некоторые небольшие оазисы, которые тоже частично поражены вот этой тяжелой проказой. И уже производить умных, системных людей с, скажем так, цельным мышлением и с цельными знаниями стало практически мировой проблемой. Есть островки, которые сопротивляются, например, Беларусь, например, некоторые остатки Восточной Европы, например, некоторые азиатские страны, но это сейчас не будем обсуждать. Но главная проблема, наверное, ответ на ваш вопрос, почему у этих ребят там идеологически что-то как-то не получается. У меня перед глазами со вчерашнего дня мой друг Тихомир Чергов в Болгарии написал классный материал, из которого я только первые 5-6 пунктов хочу вам зачитать, потому что они как раз являются... Он по-болгарски это писал, я сейчас переведу по-русски. 5 основополагающих мифов, на которых крепилась гегемония западного либерального капитализма, это синтез между идеологией либерализма и финансово-экономической модели, заключается в следующем. Первый миф – это был миф об экономическом просперитете, который применяется, прилагается и который типа гарантируется. Второй миф – это был миф о консуматорском, то бишь потребительском раю. Рай потребителей. Третий миф – миф о том, что наши технологии превосходят всех остальных, которые не как мы, превосходящие технологии и инфраструктура. Четвертый миф об экономической свободе и применяющиеся налоги ниже, чем у других. И пятый миф – миф о политических свободах. Он здесь подробную статью расписал, я подробно ее читать не буду, я только финал вам сейчас прочитаю, хотя там это все стоит, но не суть. Ну, суть, но сейчас время экономим. Финал следующий. С этой цельной мифологии западного либерального капитализма остался единственный живой миф, что ты все еще можешь критиковать свободно Урсулу, Макрона и Кира Стармера. Вот это последняя свобода, последнее преимущество системы. Во всем остальном она уже отстала и регрессирует. От всех ее преимуществ, от всего целого этого там благоденствия потребительского рая, технологии, прогресс, свободы, осталось одно единственное – свобода критиковать Урсулу. Не можешь голосовать против нее, но можешь ее критиковать. Не можешь голосовать за свой кандидат, потому что суд запрещает ему участие в выборах, которые он, конечно, выиграет. Но тебе позволено критиковать Урсулу. Критикование Урсулы – это последнее оставшееся преимущество системы. Уже можно спокойно сказать, что мы живем в мире постлиберализма. В теле этой статьи он подробно обсуждает, как все остальные там экономический просперитет, консуматорский рай, то бишь потребительский рай, превосходящие технологии инфраструктуры, экономическая свобода уже сильно больше, скажем так, и лучше представлены у авторитарных странах, типа как Китай, как Вьетнам, даже и Россия в многих отношениях лучше. Ну, в Болгарии тема России, конечно, всегда она важна, чем у этих там западно-либеральных, где буквально клоака, где уже буквально помойка, где все уже воняет. Воняет в физическом смысле этого слова. Когда пару-тройку месяцев назад наши проводили большой поход, 300 с чем-то автомобилей, раскрашенные, забрендованные в сторону Брюсселя, для того, чтобы, грубо говоря, бороться за сохранение болгарского лева против насильственного введения в еврозоне, наши, которые туда все это снимали, дорогу, сказали и показали.
Австрия это последняя чистая страна. Чисто имеется в виду в гигиеническом, в убранном смысле этого слова, что травка окошена, улицы чистые и нормальный порядок. С Германии дальше начинается помойка. Люди выносят вот эти мешки с мусором на улицах, вся эта вонь течет с этих мешков по улице, где люди там шагают, воняет, и до Брюсселя это становится клоакой. Европа это не то, что люди помнят 25-30 лет назад, это уже клоака. И это клоака, потому что они уже не в состоянии обеспечить даже физический порядок, рутинный порядок и рутинное хозяйствование, скажем так, вот этого Так общественного что блага. случилось? Вот эти мифы, они не работают и никогда не могли работать. Нет, ну Что смотрите, случилось? ну вот что случилось, понимаете? Я объяснял, что случилось. Опять-таки, вот я еще раз, это очень важный момент сейчас. Всех думают, ну, как вы заговорили о, там, ну, например, ударе по пенсионерам авиабомбой, о котором сообщил Зеленский, да, а пришли к тому, что клоака Европа и вот это не могут управлять. Смотрите, у меня есть несколько таких знакомых, у которых, ну, не профессионалы в своем деле. Ну, например, там, всю жизнь один из людей, он занимался сыском. Ну вот, искал преступников. Ну, то есть, я всегда очень любил, это редко там пересекались мы с ним, я всегда очень любил с ним общаться. Почему? Потому что даже в обсуждении определенной какой-то бытовой темы, ну, например, как там кран заменить, да, там, какой сантехник пришел к тебе, или там, какой там потолок побеленный, или там, ну, там, какой-то навесной, например, да, вот как там чего-то там, доставка какая-то, что-то еще. То есть обычные вещи мы с ним обсуждаем, да, а у него мозг заточен по-другому. Мозг работает по-другому. То есть, конкретно в этом случае, смотрите, выдавали пенсии, собрание людей, сколько километров до фронта, какие есть системы, присутствовали ли военные. Тема безопасности вот этого действия, выдачи пенсий, должна быть главная. Посидят эти пенсионеры день без пенсии, два без пенсии, но они выдадут, получат, все будут живы, и все будет нормально. То есть, понимаете, в чем проблема? То есть, у нас же как, пенсию привезли, ну, понятно, что там дрон, наверное, какой-то разведстрисовал, там какие-то автомобили, какие-то фургоны, какие-то военные сопровождают это там, да, вот это все раздают. Ну, деньги должны быть, да, под вооруженной охраной. ну, Да, взяли и ударили, понимаете? То есть, я не оправдываю это зверство, безусловно, нельзя. Ну, то есть, но это же организация этого процесса тоже должна быть с какими-то мерами безопасности, конкретными протоколами. Точно так же и как подмести, простите, улицу, там, вымести, чтобы, ну, в общем, не было срача от Германии до Брюсселя, ну, после Австрии туда, в ту сторону, да. В Швейцарии, кстати, тоже все нормально в этом отношении. да, То есть, потому что не Евросоюз. то есть потеря компетенции. То есть нормальные люди с заточенным мозгом там, на организацию чего-либо, организаторы, все как бы начали спихивать, говорят, это орговики, не-не-не, организаторы. Как организовать то или иное мероприятие, да, для того, чтобы выполнить там что-то, какую-то задачу. И у них есть протокол действий А, Б, С, Д. А мы это потеряли. Так, надо выдать пенсии. Шалтай-болтай, взяли, кинули там эти мешки почтальона, все, приехали в микроавтобусе, выстроились в длиннющую очередь, давай выдавать. Ну, это гипотетически так просто там, да, вот мы прикидываем. А что там? Надо убирать? Да ну некому убирать, ну некому и некому, все. Ну не пойдешь ты сам, например, там улицы мести. Почему теряет Европа компетенцию? Почему мы берем у нее пример? Это с нас началось, это, ну как бы... Знаете же, вот это все будет Украина, сейчас это как бы перенеслось в Европу. Ну хотя подождите, в Украине, тем не менее, есть еще люди, которые мыслят хозяйственно, мыслят, Да, ну, да. каким-то образом, потому что школа старая, в том числе и советская. Люди старше 50, тем более 60 лет, которые помнят в сознательном своем возрасте Советского Союза, хотя они были тогда молодые, скорее всего, они были тоже на стороне желания развалить Советский Союз, потому что были уже заражены вот этими мифами, что будет какое-то благоденствие, все социальные привилегии, скажем так, свободой и у нас все сохранится, просто будем отдыхать в Лазурном берегу, на Гавайях и в Майами. То есть примерно вот такой образ рисовали с появления Горбачева, Огонька,
второй половине 80-х годов, когда массовое сознание уже созревало к тому, что лучше это развалить, потому что всем будет лучше. Насколько это будет лучше, это, естественно, жизнь показала, поэтому грустную тему рассказывать не будем. Но вы главный вопрос задали, почему произошла вот эта совершенно очевидная жуткая деградация, скажем так, качества населения всего мира, в том числе и Западной Европы, и почему произошло вот это мельчание элит, вот эти буквально физические недоразумения, которые совершенно не могут разговаривать, скажем так, со смыслением того, что они глаголят, они просто такие шаблонные коробки там передач, или даже не коробка передача, ну, что-то там говорящие там коробки, не более чем. Почему это произошло? Знаете, я понимаю, что сейчас, наверное, все это прозвучит, ну, неважно, как прозвучит, те, которые понимают, они все равно поймут. Я уверен, что в вашей аудитории таких людей все равно больше 50%. В конце 1987 года, в октябре, даже есть голливудские фильмы на этой теме, причем достаточно хорошо описывающие вот эти процессы, произошло обрушение рынков на фондовых биржах, и это грозило какой-то страшной вообще-то драмой и трагедией для западного мира, потому что в конце 70-х годов они проиграли экономическую битву с социалистическими странами, в буквальном смысле. Я понимаю, насколько сегодня это звучит фантастически, пропагандистски, вообще-то безумно, даже, может быть, даже кажется умопомрачением, но пусть они поговорят с матерыми, грамотными экономистами, которые владеют вот этими архивами по физическим, натуральным и даже по монетарным показателям Советского Союза, середина, конца 70-х годов, и тем более не Советского Союза, а стран Совета экономической взаимопомощи, то бишь всей Восточной Европы, и по всем важным параметрам паритет покупательной способности. И дальше мы все их тогда, именно тогда, ну, обогнали. И они начали ломать голову и думать, что им делать. И они придумали рейгономику. А что такое рейгономика? Очень коротко сообщаю. С момента создания Федеральной резервной системы США 1913 год, сначала они кредитовали, естественно, государства и большие компании Соединенных Государств Америки. Но после появления Бреттон-Вудской системы, я специально целые десятилетия, видите, так быстренько из предложения к предложению прыгаю, хотя тема достаточно важная и интересная, после 1944-1945 года, когда Бреттон-Вудская система дала уже глобальные полномочия Федеральной резервной системы и добавили даже 3 большие инструмента института, которые должны были это гарантировать: Мировой банк, Всемирная торговая организация и Международный валютный фонд, они стали кредитовать уже и компании, причем большие компании. Но к концу 70-х годов, поскольку произошло то, что только что я сказал, что советские, вообще-то социалистические страны обогнали их, они решили придумать уже кредитовать не компании, а кредитовать физические лица. Как они начали кредитовать физических лиц, появилась, скажем так, иллюзия благоденствия, потому что они стали потреблять на 20, 22, 27% больше, чем они отработали, и таким образом у них появилась иллюзия и видимость финансового благополучия, и благополучия в виде много товаров, много производства и много возможностей себе позволить дом побольше, машина получше, все поновее и других товаров народного потребления, что называется. Это как раз сломало, скажем так, мышление и восприятие большинства социалистических стран, потому что у нас это было не так, то есть мы потребляли ровно столько, сколько мы и зарабатывали. Мы не потребляли сверх. Они потребляли сверх, правда, мы это не понимали. После этого, благодаря вот этим процессам реэкономики и Беловежской пущи и предательства Горбачева на Мальте, труп Советского Союза, они его обгладывали и грызли целых 18 лет, 17 лет. Почему? Потому что простую статистику ЮНЕСКО, еще раз хочу напомнить, от 1986 года, которые проводили исследования по определенным критериям на определенной территории, уровень бедных, то есть, вернее, количество бедных людей. Количество бедных людей, которые они насчитали в Восточной Европе и в Советском Союзе до Урала, то есть на территории Европы, было 14 миллионов. А 10 лет спустя, 1996 год, количество бедных, которые они посчитали по тем же самым критериям на той же самой территории, было уже 168 миллионов всего за 10 лет. То есть, как по-вашему, 168 минус 14, 154 миллиона. 154 миллиона куда перекочевало и делось их имущество, их накопление, их сбережение, их
вообще-то наживой, которые не наживались. Все это перетекло туда. То есть после того, как вот этот биржевой кризис был в 87 год, они даже говорили, нас может спасти только чудо. И это чудо произошло на Мальте. Горбачев всех сдал, соответственно, все предприятия, все имущества, все большие вкусные куски бывшего Советского Союза и всей Восточной Европы, все вкусное перешло к ним. Им уже не приходилось напрягаться. Они все это поедали. Поедали все 90-е годы и поедали первые 7 лет 20 века. И потом 2007 или 2008 год грянул финансовый кризис. В чем этот финансовый кризис заключался? Когда они делали Рейгономику, Рейгономика в чем заключалась? Люди это не очень хорошо понимают, но я вам очень просто расскажу. К концу 70-х годов, 79-й и 80-й год, основной процент Федеральной резервной системы, который не выдавали деньги операционным банком, был чуть меньше 20%, 19 с чем-то, то есть очень высокий. За считанные годы Рейгономики этот процент упал на 0,6. Поэтапно, естественно, падал, но с 20 на 0,6. Естественно, даже на 0,25. Для больших корпораций, для специальных проектов, для проектов стратегических, там, национального значения, до 0,25 он упадал. Ну, понятное дело, ниже нуля некуда. И за все эти годы с начала Рейгономики до 2008 года осени, когда рубанул вот этот глобальный кризис, они уперлись в этом нуле, и им спускаться некуда дальше. А они съели, скажем так, переварили вот этот экономический труп Советского Союза и стран Восточной Европы и другие страны, которые сдались таким образом, а больше новых источников нет, ресурсов новых нет, и надо как-то продолжать, а не можешь продолжать, потому что задолженность уже даже у твоего населения на 30-40 лет вперед. Ведь, смотрите, я понимаю, что это может быть где-то, ну, там, скучно, не так хайпово, как там какие-то... Но это в этом корень. Корень. Да. И войны в Украине в том числе, и вот этого противостояния картинного Европы и России. Сейчас же как, вот смотрите, они же играют, ну это же прелесть была. Вчера Медведев говорит, готовится Финляндия нападать на Российскую Федерацию. Значит, да, несколько дней назад было сообщение, что 900 человек где-то там потоптались возле границы, там по болотам в Финляндии, там разные войска, они там чего-то попытались изображать какие-то учения. На фоне того, что из себя представляет война в Украине, вообще ни о чем. Это так они походили строем, помаршировали туда-сюда, что-то там посмотрели в глазок и так далее. Проходит несколько дней, Медведев выдает это, да. Ну, понятно, там позиция Стулба, который говорит, давайте пошлины на весь экспорт России наложим. Ну, наверное, в Америке сказали бы ему, давайте, слушайте, яйца, соя за последние месяцы бьют рекорды. Ну, то есть... в Америку отправляют россияне. Это тоже что-то такое, это необыкновенное что-то. Куриные яйца и соя, понимаете? То есть все как-то так, титаны, ураны, нет, ну само собой вот эти все вещи стратегические. Простые вещи, вот эти, вырос экспорт. Ну давайте пошлинами обложим, конечно. Я просто о корне этой проблемы, о которой вы говорите, да, вот, которая началась с Рейгономики, с вот этого порабощения кредитами, ну, как-то жить непосредством, процент по кредиту, потом всю жизнь отдавай, потребитель. Сейчас же все то же самое, то есть просто там проценты скрытые стали, там, ты все равно там выплачиваешь за ту же стиральную машинку куча, ну, в общем, то есть все поняли, да, о чем идет речь. А давайте это масштабируем на происходящее во Франции. Во Франции вчера вечером отправили в отставку, ну вот он, недоверие правительству выкатили, да, в парламенте Франции. Премьер, речь прямая. Раньше я верил, что американский Запад – это наш близкий сосед. Но сегодня мы видим бульдозерную политику, где грубая сила побеждает под аплодисменты одних и стоны отчаяния других. Фраза, ну вот прям супер, ну вот прям вот четко характеризует политику и Америки вот с этими тарифами, пошлинами и всем остальным. Но получается, что он до этого говорил, премьер-министр, которому недоверие выразили, о том, что... Байру его зовут. Да, Байру. Он говорит, вы можете меня отправить, вы имеете власть меня отправить в отставку.
Но делать с долгом, ну, больше ничего нельзя. Ну, как бы это данность, это как ветер дует. Ты его не остановишь. Ты можешь спрятаться за угол, но вот он, ветер. То есть это долг. То есть придет другой, он там чего-то где-то, ну, вы его опять будете через какое-то время менять, потому что он проблему не решит. То есть это тотальная история. Что вы думаете по поводу отставки ну, там, правительства во Франции? Причем это так очень часто, быстрее, чем в Италии премьеры. Да? Что вы думаете по поводу Америки и Европы? Отставка Франсуа Байеру, по-моему, ну, конечно, могу сейчас ошибаться, потому что у меня это не перед глазами. Я вчера именно это смотрел. Эти его слова были достойны Робеспьера и Монтескьё, можно сказать, в одном флаконе. Действительно, сильно и качественно, и самое главное, честно и правильно он сказал. Ам, Это достаточно недолговечный, скажем так, премьер-министр Франции, потому что и он продержался на этом посту несколько месяцев. Тот, который был до него, он продержался еще короче. То есть вы совершенно правы, что они там не задерживаются, им невозможно надолго как-то, потому что условия, в которые они вынуждены решать вот эти вопросы и задачи, таковы, что эта миссия невыполнима, а Том Круз рядом как-то не стоит, и он где-то занимается другими делами. Без Тома Круза это не решить. Франция – это последняя действительно мощная страна в Европейском Союзе, мощнее в многих отношениях, чем Германия, потому что у Франции есть не просто самая мощная энергетика, по 36 реакторов, там сколько там, 18 или 20 с небольшим атомных электростанций, то есть с генерацией у них все очень мощно. Правда, им за последние 3 года обрезали источник урана-235, что делать с этими станциями уже становится непонятным. Вот эта энергетика означала, что Франция обладает потенциалом и возможностью о реиндустриализации, потому что она тоже тяжело деиндустриализирована, как и восточноевропейские, так уже и западноевропейские страны. И у Франции есть мощнейший и самый разнообразный военно-промышленный комплекс, в котором они производят от пистолетов до атомных, скажем так, подлодок. Все у себя, все свое, все родное и все качественное. То есть они обладают потенциалом, скажем так, действительно воевать по-серьезному, по-крупному и не только у себя. Но все это находится в состоянии активного, скажем так, подъедания, разъедания, проказы, распада и блокады. Как внутренними процессами. Вспомните 2015 год. 2015 год, когда там была длинная серия терактов, которые были пару-тройку в неделю, почти через день, и были не только на территории Франции, и длились несколько долгих недель. И многие люди думали, с чего вообще-то вот эта террористическая активность тогда, 2015 год, 10 лет назад, возбудилась. А я хочу напомнить, что тогда главная причина, почему стали наказывать именно такими специфическими инструментами Францию, была в том, что тогда хотели заставить Европейского Союза принять и внедрить трансатлантическое торговое соглашение. Трансатлантическое торговое соглашение, если посмотрите в Дуропедию, вы ничего существенного там не найдете и подумайте, ну что за скукотища вообще-то, что вы меня занимаете глупостями. А тогда, поскольку мы уже жили в эпохе интернета, вот эти евродепутаты, которым тогда давали права доступа посмотреть и ознакомиться с настоящими документами трансатлантического торгового соглашения, которые тоже были испещрены вот этими черными полосами, даже им не давали читать, что они будут обязаны, они не знают, должны. Ну, коротко говоря, туда, куда они заходили в этих комнатах, у них отбирали все средства электронной связи, все возможности фотографировать, все ручки, все возможности чего-то записывать. Но некоторые из этих евродепутаты вышли и сказали, слушайте, это вообще-то полная кабала. Это означает, что мало того, что Лиссабонский договор у нас, у стран Евросоюза, отнял практически весь суверенитет, и все остальные наши институты, там министерства, агентства, президента и премьера, и становятся все более опустошенные, скажем так, функцией и содержанием своим и смыслом своим. Но сейчас они ставят над законодательство наших стран, европейских стран, законодательство, вернее, не законодательство, а регуляции мультинациональных компаний. То есть правила компании
компании, Microsoft, там, Bayer, там, Monsanto и так далее, стоит выше законодательства государства Испания, Германия и так далее. Если они хотят отравлять нас вот этими своими там сквернотями, там, Monsanto, например, то то, что они нарушают законодательство, не мешает им это делать, потому что если мы подпишем вот это трансатлантическое торговое соглашение, мы становимся подвластными именно вот этому примату, верхстоящему над нашим законодательством, и мы даже засудить их не можем. Ничего, мы запретить, засудить их не можем. То есть, когда целый Европейский Союз становится под контролем над, под какими-то этими мультинациональными компаниями, это кабала выше. И тогда единственная страна в 2015 год, которая воспользовалась правом вето и которая остановила тогда этот процесс, была Франция. И сразу на следующий месяц получили вот эту длинную полосу, которая потом стала, скажем так, модифицироваться в виде желтых жилетов, в виде других беспорядков, в виде беспорядков против пенсионного реформа. Их и до сих пор это качает и их не отпускает. Они упразднили это право вето. Это технически до 2019 года на 4 года спасло немножко Европейский Союз, и к декабрю 2019 года они пропихнули то же самое трансатлантическое торговое соглашение, но только под названием СЕТА, не буду сейчас это расшифровать, через Канаду они зашли, и сейчас они уже этим и занимаются. То есть это достаточно большой глобальный процесс, где большие глобальные акторы, клуб триллионеров, которые стоят у истоков эмиссионных центров под названием Федеральная резервная система и под названием Банк of England, то бишь Банк Англии, с 1694 год учрежденный, на базе деревянных палочек, на базе деревянных доск, даже не золота. Это другая сверхинтересная история, которую сейчас, конечно, начинать не будем. То есть эти эмиссионные центры, они не просто обладают правом имитировать деньги сколько хотят, без никакого на то обеспечения, то есть деньги это долг. Они имеют право определять и говорить смысл, содержание и значение слов, что есть деньги, что есть хорошо, что есть плохо, что есть недоденьги, что есть токсические деньги, что никогда деньгами быть не будет. Если они обладают правом не просто имитировать, но и правом определять, что есть деньги. Дальше все идет за списком, и наше привычное мышление, что у нас есть органы власти, выбрали кого-то там на территорию многострадальной Украины, выбрали кого-то в Болгарии, выбрали кого-то в России, простите за это слово, выбрали кого-то в Францию и так далее. Они-то выбрали. И население думает, что вот эти наши с кавычками, естественно, правители должны быть перед нами в ответе, потому что мы платим им зарплаты, и потому что они существуют за счет наших налогов и наших денег, соответственно, они обязаны своей политической лояльности, деятельностью и бездеятельностью нам и никому другому. Ха-ха, хи-хи, даже не смешно уже, потому что уже страшно, потому что это стоит жизни сотни тысяч людей, и скоро будет переваливать за миллионы людей, потому что Четвертая мировая война. Вы знаете, тут же как бы, ну, вот так, Четвертой мировой, ну, все равно есть какое-то сопротивление системы, да? Есть, Сопротивление материала. Давайте так, сопротивление материала, оно есть. Сопромат есть. Сегодня, понимаете, какая история странная? Значит, два таких заявления. Например, в Европарламенте депутат от партии Фидес говорит, Кинга Галь, о том, что на самом деле Украина совершенно не готова к ускоренному присоединению к ЕС. Это не политика расширения, основанная на заслугах, а политическая ошибка с серьезными последствиями, о которых нельзя умалчивать. Это звучит в Европарламенте. Спецдокладчик Майкл Галлер тоже в Европарламенте подчеркивает, говорит, слушайте, надо как бы Украине амнистировать всех политзаключенных. Власти Украины для вступления в ЕС должны отменить санкции против политических оппонентов, потому что это такое? Это же как бы не Европа. Такое ощущение, что где-то кто-то начинает прозревать, понимаете? Но эти голоса, конечно, они мелкие. Но тем не менее, вот эта вот вся формула о том, что членство в Европейском Союзе это гарантия безопасности, она нам подчеркивает то, что гарантии безопасности для Украины не будет никогда. Никогда. Ну, собственно, как и членство в Европейском Союзе. Или, как Орбан признался, будет 3 Украины. Одна русская, вторая какая-то демилитаризованная, третья западная. Как вы смотрите на вот этот вот, опять-таки, на вот эту борьбу визий, что будет дальше с Украиной? Она, похоже, тоже зашла в тупик. Стоило Путину выйти и начать проталкивать, ну там и Путина, и Януковича вытащили, и вообще, ну на прошлой неделе, что все как бы
Европа, да идите с Богом в эту Европу. НАТО нет, Европа, да пожалуйста. Стоило выйти Путину и сказать, давайте там референдум, там земли, ну вот, отмена военного положения. Как все как-то вот запутались, а некоторые даже поплыли. В смысле? Как только Россия говорит, да, давайте, хорошо, Украину в Европу, в Европе находятся голоса не Орбана, ну, например, там только Венгрия, которая против, да, Словакия, которые референдум проводят, они вообще проводят, чтобы уйти с Европейского Союза, ну, это такое. Ну, то есть, понимаете, они говорят, ну вот вроде все, уже Москва говорит, давай, мы согласны, берите, не берут. Вы знаете, с одной стороны, конечно, Урбан Виктор и Роберт Фицо, они правы, что Украина, мягко говоря, не догоняет и не соответствует критериям для вступления в Евросоюз. Это является как и правдой, так и немножко лукавством, потому что и Болгария не соответствовала, и Румыния не соответствовала, и там бывшие юго-республики, которые туда тоже запихнули, они тоже не соответствуют. Так что здесь эти критерии они придумывали, во-первых, под себя, делали первые компромиссы для себя и сделали больше компромиссов для нас, не для того, чтобы нас осчастливить и сделать довольными, а для того, что к этому моменту мы уже были готовые жертвы, мы были уже готовым куском мяса, мы не были уже субъектом. Они путем так называемых предприсоединительных переговоров заставили нас выполнить те критерии, которые они нам сказали. Критерии заключались в окончательной и уничтожительной деиндустриализации, запрет на те производства и на те технологии, в которые мы были сильны. Те, которые вообще остались, нас вынудили купить именно их западноевропейское оборудование, которое сильно удорожало нашу продукцию. Таким образом, они уничтожили конкурентную способность нашей продукции, неважно какой, легкой, тяжелой, любой там промышленности, и даже физически квотным образом запретили нам, начиная с сельского хозяйства, производить массу много чего и дальше по списку. Они нам запретили хлопок, они нам запретили яблоки, более 200 сортов яблони уничтожены, они нам запретили шелковницу, у нас производился шелк, потому что целые плантации были. То есть нам запретили столько много традиционного, чем мы бы. Они даже брынзу болгарскую пытались нас вообще, вернее не пытались, они ограничили многих вариантов производства, в том числе и в таких керамических горшочках, которые были тоже традиционные, это тоже нам запретили. Они запретили заниматься любыми типами сельхоздеятельности, ну, выращивать, скажем так, скот заднего двора, хотя у себя они это делают, например, в Греции они свободно, спокойно, куры клюют там, яйца можно набрать, хрюшка там в заднем дворе и прочее. Все это они запретили. Соответственно, таким образом, лишив людей от возможности заработка, они насильно загнали их в городах. Что их ждет в городах? В городах их ждут Metro Cash and Carry, Билла, Kaufland и Lidl и все остальные другие сетки, которые уничтожили местную торговлю. И эти сетки, естественно, наполняются продукцией 78 и больше процентов исключительно именно немецкого и австрийского происхождения. Даже если в Венгрию вы зайдете в этих магазинах, там тоже продукция пищевая, она не местного венгерского производства, а именно из этих стран. То есть колонизация, вернее субколонизация, потому что сама Германия, она является вассалом, то есть побежденной, внешне управляемой, военно-оккупированной страной. Но именно потому, что она является военно-оккупированной, делегировали заниматься процессами управления и высасывания ресурсов из Восточной Европы, и Германия инфильтрируется во всех этих розничных, и не только розничных, но и энергетических и так далее и тому подобное секторах, все эти там газозаправки, они именно этих австрийских и немецких, скажем так, сетей. То есть они сделали так, что они таким образом высасывают деньги у этой колонии. Колония, естественно, идет, берет кредиты на условия сильно хуже, кстати. То есть если я являюсь сельхозпроизводителем, у меня ферма 500 коров, допустим, или 100 коров, неважно, не суть. Я получаю европейские субсидии,
в разы меньше в Болгарии, чем в Германии, а в Польше, в Словакии тоже получают субсидии больше, чем в Болгарии, но меньше, чем в Германии. И путем вот этих субсидий ты сразу понимаешь, кто является человеком второго, третьего, а то и четвертого сорта. Если я беру кредит для развития этой фермы, ну, на развитие, на создание бизнеса, у меня проценты по этому кредиту тоже будут в 2-3 раза больше, чем в Германии. То есть Германии дали право делегировать, потому и эмиссионный центр, это субэмиссионный центр под контролем Бреттон-Вудской системы, Франкфурт, я имею в виду Европейский центральный банк, имитировать еврики и давать их на условия операционным банкам, подчиненным территориям, и таким образом регулировать, что там им возможно производить, что там им невозможно производить, и даже как им там торговать. Вы знаете, здесь скупка молока у самых лучших ферм, где молоко действительно высшего элитного сорта, это на уровне 62 евроцента. Знаете, сколько стоит ровно такое же молоко пачками в этих же сетках? В Лидле я вчера случайно попал по другим вопросам. Там это стоит 2. Сейчас вам скажу, 67. То есть скупают на 60 с чем-то, а продают на 2,60 с чем-то евро. Я в евро выражаюсь, не в болгарских лева, для того, чтобы облегчить понимание людей. В социализме и у вас, и у нас норма наценки от производства до розницы, не до опта, до розницы была в пределах 20%. Если себестоимость была рубль, вот эта пачка молока, причем стандартизованная, цельная, 3,6% жирности, соответственно, со всем остальным. Это было уже не пачка, это были бутылки, тогда стеклянные. Была рубль 20, не более чем. И так было совсем, потому что это была госполитика, потому что молоко и хлеб, это был вопрос, ну, особенно после Второй мировой войны, и стратегические, и Пламя. моральные, и обязательства, и ответственности. Если все-таки, ну вот, в завершении... Александр, простите, перебью на секундочку. Если Украину запихнут, она получит условия хуже, чем восточноевропейские страны, в том числе и хуже, чем Болгария. Можете в этом не сомневаться. Любую восточноевропейскую страну, которую добавляли в Европейском Союзе, она получала условия заведомо хуже, чем те страны Восточной Европы, которые до этого принимали. Естественно, даже самые первые страны и Польша, ну, вернее, Польша, она была самой первой, она получила условия хуже, чем Германия, Бельгия, Брюссель, Люксембург. Да, Поэтому, логика ребята, если понятна. вы рветесь, вы получите не только хуже, а сильно хуже. С Имейте в войной виду. что делать? Ну вот давайте, чтобы точку в основной части разговора поставить, и будем переходить к вопросам. Вот с войной что делать? Смотрите, сегодня там немножко, как бы, да, ну, пришли сообщения. Атаковали Адлер, украинские дроны, вчера вечером. Ну, вообще, конечно, утюжат Донецк, Макеевку, в общем, это который день подряд. По Запорожью лупят, по Киеву с другой стороны. Но конкретно эпизод с ударом по Адлеру, он такой интересный. Песков, ну, в общем, вчера же созвонились в БРИКС, да, по инициативе Бразилии. И Путин, и Си Цзиньпин по видеосвязи созвонились. И там, судя по фотографиям протокольным Путина и видео, где он выходит и там к экрану подходит, это резиденция в Сочи. Сегодня детально уже разобрали, что удар наносился по Адлеру, да, ну, по Сочи. Местная власть говорит, погиб 1 человек, водитель, от того, что обломки упали. Ну и так как бы ПВО там работало, в общем, стреляли. Смотрите, какая очень интересная штука. Вот это все мы не знаем. Географически вот мы только понимаем, что ага, ну, Песков говорит, на график Путина это не повлияло, но, в общем, смысл в чем вопроса? Если эти дроны атаковали условно Путина, ну, там, борт номер 1, который там приземлился в Адлере, там, или самого для резиденцию Путина, мы же не знаем, или просто какой-то другой объект, но в том-то и дело можно привязать, что это пошла атака конкретно на Путина дронами, то абсолютно какие-то новые высоты берет эскалация войны. И, ну, вот условно, вот это ожидание черной зимы, там, вообще, как бы, детским садом могут показаться. Многие вообще зимы не увидят, если эту эскалацию, которую всяческим образом
раскручивает, дожимает, докручивает, как может. Там украинская сторона, российская сторона. То есть это может обернуться прежде всего ускорением. Ускорением, кто говорит капитуляции, кто говорит проигрыша. Ну, я называю так ускорением катастрофы. Какой ваш прогноз по, скажем так, осенним боевым действиям? И правда ли, что вот можно теперь стрелять по зданию Кабмина, хотя там все, конечно, нечисто. Например, атаковать Путина дронами, а там же поди по Зеленскому начнут стрелять. В общем, такой какой-то опасный период мы зашли. Я, конечно, сейчас могу ошибаться. Я в Адлере в Сочи был целую неделю, и этот район, ну, сказать, что я хорошо его знаю, это, конечно, немножко перебор. Но и в Красной Поляне мы там поднимались, то есть я имею некоторые представления, где и как находятся вот эти объекты, которые, скорее всего, были целью вот этой атаки. Однако, я не знаю по видеосвязи, кто и как определил, что Путин находился именно в этом районе Сочи, Красная Поляна, Адлер. Он в Адлере вряд ли был, он, скорее всего, был в Красной Поляне, если был там. Но я даже подозреваю, что он был не в Красной Поляне, он был в Геленджике, то бишь там, где расследование Навального нашло объект Путина, дворец Путина, где, ну, там есть подземные инфраструктуры, совершенно качественно, хорошо защищены, и там вот эти дроны и все остальное, они практически бессильные, разве что то, что вы процитировали, убить одного человека, охраны, там ПВО, то есть что-то с этим Адлером не то. Я не думаю, что он был в Адлере, хотя Адлеру, ну там Адлер получил. Как будут развиваться и когда вообще-то будет, если не мир, то перемирие, если не перемирие, хотя бы прекращение огня. Я продолжаю настаивать на то, что прекращение огня будет, и причем, если не до конца осени, то до конца этого года, по крайней мере, это моя пока что, пусть и вероятно ошибочная, но твердая убежденность. Почему? Потому что переговоры, разговоры и готовность к формализации определенных деталей между Белым домом и между Даунинг-стрит по поводу коалиции желающих и столетнего договора, с которым коалиция желающих плюс Даунинг-стрит хотят заставить Белого дома овального кабинета поделиться хотя бы, если не отдать полностью, потому что он был подписан, но хотя бы поделиться. А вот насколько поделиться, на какие условия поделиться и как поделиться, это, естественно, переговорный процесс, который стоит больше времени, чем нам хочется, потому что нам хочется, чтобы огонь прекратился вчера, а он даже и завтра не прекратится, по всей видимости. Самые большие шансы, что будет достигнуто какое-то, я не знаю, вернее, не шансы, ну да, все равно шансы, что Трамп поднажмет на педаль газа и попытается ускорить либо финализировать процесс хотя бы прекращения огня у двух Владимиров. Это сегодня у нас 9 до 15. 10 по 15 сентября, потому что после этого ему придется заниматься совершенно другими вопросами, потому что он физически не успеет к 10 октября, к сессию Нобелевского комитета мира, в который он хочет быть кандидатом. То есть, если не получится до 10-15, вернее, с 10 по 15 сентября, он вернется к этому вопросу либо после конца октября, либо после того, как решить некоторые другие большие, действительно, военные конфликты, потому что в начале октября, еще раз, около 6, то есть до того, как этот комитет стал заседать, ожидается достаточно большая, тяжелая ближневосточная военная заварушка, которая может иррадиировать, то есть распространиться и до Кавказа, и до Балкан. То есть есть определенные такие анализы, аналитики, торчащие уши сущности над камуфляжной сеткой пропаганды и демагогии, которые указывают на увеличивающаяся вероятность именно такого взрыва. И Иран к этому готовится, и Турция к этому готовится, и Израиль к этому готовится, и другие там страны и регионы к этому готовятся. И когда кто и как первые, ну как сегодня с Непалом мы это обсуждали, намерен нажать на кнопку «пуск», и запустить вот этот процесс. Мне сейчас, конечно, не дано, но от двух различных, но зато, скажем так, заслуживающих как минимум серьезного внимания, если не уважения источников, независимые друг от друга, я увидел число 6 октября. У них это звучит, и даже идет уже тихая отсылка некоторых должностных лиц и некоторых бортов для того, чтобы они не попали, ну, скажем так, под горячей рукой из этих территорий.
Так что определенные признаки и знаки уже к этому есть. Естественно, Трамп будет фокусироваться туда. Если ему удастся заставить двух Владимиров каким-то образом, даже сейчас неинтересно обсуждать уже как, потому что много раз это уже делали, ну, двух, а не одного. Одного можно убедить. Одному достаточно сказать, прекращаем обмен разведданных, прекращаем Starlink, дальше разбирайся сам. Мы прекращение передачи оружия уже сделали, так что решай дальше сам. Твоя армия уже слепая. Твоя армия уже не может общаться друг с другом. Твоя армия это уже большой партизанский отряд в зоне визуальной, скажем так, визуального доступа и в зоне слышимости крика. Дальше они общаться между собой, координироваться не могут. Сколько тебя ждать, чтобы ты согласился? Поэтому один Владимир Киевский, его убедить несложно. Это один звонок, вот эти две условия, и на следующий день, грубо говоря, фронт будет двигаться совершенно другими темпами, но тогда получится, что если он параллельно с этим не убедил и второго Владимира Московского, чтобы он тоже прекратил огонь, окажется, что он работает в паре с Владимиром Московским, или что он становится союзником Владимира Московского Ой, против Украины. там такие назначения зам секретаря СНБО вчера были. Ой, какие интересные назначения. Ой, какие там родственники у этого назначенного. Ой, какие там из ЛНР, из России. Ой, как было весело. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Они вот такие. Там со второго раза запустили, но он все-таки запустился. Чего вы никогда не простите Зеленскому? 4%. Вы что, Зеленский не виноват? Это все Путин. 6% воровства. 33% отказ от Стамбула 22 года. И 56% вообще в принципе факта начала войны. Вот такой у нас сегодняшний результат голосования. Пламен, давайте перейдем к вопросам от нашей аудитории в режиме Блиц. Значит... Сообщество YouTube, поехали. Скажите, Пламен, исходя всего происходящего, Болгария в каком окажется положении? А главное, простые люди, они уже поняли времени ЕС для них? Спасибо, Александр, всем добра. Болгария, если говорить об марионеточном управлении Болгарии, скажем так, о колониальной администрации Болгарии, говорящей пока что находится, естественно, на ошибочной, на неправильной стороне истории и развития событий, ровно так же, как это получалось и частично и в Первой, и частично во Второй мировой войне, за что получили как минимум две национальные катастрофы с потерями территорий и населения, от мудрости превеликой, что называется. А болгарское население, как тогда, так и сейчас, оно прекрасно все понимает, и формой сопротивления у нас организуется. Я не хочу сейчас злоупотреблять, потому что вы сказали блиц-ответ, но с 2015-2016 года гражданская активность у нас такова, что даже в 2016 год у нас каждую неделю выходили в поддержку бессмертного полка и вообще-то Донбасса, в Софии, причем в Болгарии, многотысячные митинги, то есть поддержка вот этого процесса русской весны в Болгарии был больше, чем в Москве. Я тогда был в Москве, жил и работал на территории Российской Федерации, и когда видел кадры из Болгарии, специально ходил по центрам Москвы, проверял, спрашивал людей, слушайте, в Болгарии это происходит, здесь вообще-то никак, ничего, ничто, а ничего не было. В Москве, в России не было даже доли той процентной поддержки, которой люди выходили, за это пострадали, конечно, потому что это было не бесплатно и не безнаказанно. Но наши тогда выходили, и до сих пор более 70% населения Болгарии относится остро положительно к России, безусловно, бескритично, если хотите, генетически фанатично, потому что чисто исторически, генетически такой процесс. Так что население Болгарии от правления Болгарии следует разделять, наверное, не менее остро, чем население Украины от правления Украины, потому что вы только что прочитали цифры, которые ярко указывают на то, что как минимум 56 плюс 33%, мягко говоря, относятся не сильно положительно Против к решению. войны, да. Против Да. войны как таковой. Ран-реактор. Добрый день, уважаемый Пламен. Все европейские страны по очереди стали заявлять об отказе отправлять свои войска в Украину. Даже после завершения конфликта и подписания мира. Что это значит? Где же эти 26 стран, которые говорил Макрон? Или для чего он это говорил, раз до сих пор не вызвалась ни одна страна? Авторитет Макрона близок к нулю? Спасибо, Дмитрий.
Авторитет Макрона совершенно безинтересен, потому что, наверное, моментами он стучится и ниже нуля. Но сейчас нам это не безинтересно. Главная интересная часть вот этого вопроса, как эти 26 стран внезапно оказались недостаточны для того, чтобы выделить некоторое количество бойцов или нужное количество бойцов. На самом деле не все 26, они из 26 только 15 согласились оказывать поддержку Украине, а когда дошло уже до личного состава и до личного участия, из этих 15 осталось 4. Причем далеко не самые большие, далеко не самые способные, далеко не самые богатые. Латвия выделяет роту, да, одну роту. Польша говорит, мы не будем. В Болгарии, естественно, они нам обещают, что мы никогда и ни за что никаких солдат не будем отправлять. И когда они это говорят, это означает, что, скорее всего, будут. Для нас это обратный барометр, и нас это сильно, конечно, напрягает, и мы против этого боремся как можем. И остальные страны, которые там будут кое-что, кое-кого отправлять, так сразу не вспомню, не знал, что такой вопрос будет звучать, иначе подготовился бы. Но совершенно очевидно, мягко говоря, тяжелая военная недостаточность решимости поставить знак равенства либо подобия между словами и делами. Вот на заявлениях они Наполеоны, а на функциях они выеденного яйца вообще-то пока что не стоят. Да. Это может измениться, но пока что Э, это так. Виталий, практически одновременно стали достоянием широкой общественности два рисунка. Рисунок Банкси на стене суда в Лондоне. На нем судья забивает молотком мирного протестующего. И поздравительный рисунок Трампа Эпштейну. На одном правосудие, направленное против граждан, на другом пороки, ставшие частью системы. Проявляет ли наложение этих картин у вас образ какой-то одной страны, или это картина мира, в котором мы живем? Заранее спасибо. Слушайте, это наш зритель является и либо поклонником, либо и знатоком символов и знаков, потому что вот эти две картины, которые вы только что обрисовали, четко на это указывают. Но, естественно, эти картины, во-первых, имеют место быть, и, во-вторых, ответ на вопрос, это является, на мой взгляд, доказательством тому, что все старые правила молотком уже разбитые кусками. Если кто-то что-то собрал из системы понятий, из системы координат и всего остального, он собрал эту систему наоборот. То есть, если пирамида была верхом вверх, то сейчас эта пирамида задом, то есть основой своей вверх. Вот такая противоестественная пирамида системы координат, понятий и правил и всего остального долго равновесно продержаться не может. Вот такой мой тоже символ и знак, если хотите, геометрическими фигурами. Стереометрическими в том числе. Да, значит, вот такой еще вопрос. Задаюсь вопросом. Пламен, чей нарратив вы продвигаете, создавая видео с заголовками о якобы исчезновении 129 городов в России? Не лучше ли сосредоточиться о проблемах Болгарии, которая находится в подчиненном положении? И второе. Без доступного российского газа ваши заводы европейские закрываются, производство автомобилей остановлено. О каком перевооружении ВПК вы говорите? Александра. Ну, во-первых, эти 129 городов – это не моя выдумка, это был вопрос, который мне задали, на который я отвечал. Именно поэтому заголовок это и есть равен вопросу, который мне задавали. Именно это я и комментировал. Я не злорадствовал, я не придумывал этот вопрос и даже не придумывал эту тему. Я отвечаю на вопросы ровно так, как и сейчас. Поэтому, если потом будет заголовок то, что вы сейчас сказали, это не мой заголовок, это то, что вы спросили. Не лучше ли фокусироваться на Болгарию? Я фокусируюсь на Болгарию. Просто когда я отвечаю на вопросы в русскоязычной сфере, естественно, вопросы касаются не Болгарии. Если касаются Болгарии, я всегда готов на это, конечно, ответить. А в болгароязычных, скажем так, своих каналах я обсуждаю именно те же самые, еще более тяжелые проблемы Болгарии. Совершенно правильно было отмечено, что Болгария внешне управляемая колония, которая делает самовредительские, скажем так, решения и действия. Но, к сожалению, то же самое действительно абсолютно для всех остальных восточноевропейских стран, практически без исключений, в том числе и Украина, и Россия. Если кому-то хочется считать, что Россия суверенная, это длинный, ну, скажем так, неприятный, естественно, для обсуждения вопрос, но ответ и доказательственная часть будет еще более неприятной, потому что одно дело хотелки, другое дело действительность. Каждый может, конечно, засунуть голову в песок, и когда
верит пропаганде, которая его облучают, представляя себе картины мира, которые вроде бы другие. Нет, они не другие. Внешняя управляемость России является изначальной, потому что предательство началось именно на Мальте, Горбачевым, который не болгары выбирали, потом продолжилось на Беловежской пуще, которые тоже болгари к этому отношения не имели, и дальше все остальное по списку. То есть предательство началось с Кремля и с Лубянки. Не с Болгарии, не с Софии, не с Бухареста, не с Белграда, не с Берлина, не с Варшавы, не с Чехословакии и так далее по списку. Если эти исторические моменты и факты кто-то хочет игнорировать и считать, что внезапно Путин стал Сталином или Путин стал солнцем нашим, на котором пятнышко быть не может, ошибок быть не может, и другие тяжелые компромиссы, несовместимые с ответственным государственным управлением и суверенитетом быть не может, то вы просто плохо видите ту абсолютно очевидную фактологию и документалистику времен правления Путина, которые пестрят многими такими очевидными эпизодами, в том числе и на сайте kremlin.ru, который вы можете смотреть без VPN, в отличие от меня, и который вы можете увидеть все эти эпизоды задокументированы текстом, фото, видео и звуком. Так что, ребята, если хотите закрывать глаза на одно и открывать сверх на что-то другое, это ваши проблемы, Даннинг-Крюгер, это медицинское состояние, которое я, как ветеринарный врач, обсуждать и лечить не собираюсь. Простите за натурализм. Уважаемый Пасков, как вы считаете, из чата трансляции пишет человек, придет ли социализм на земли России и Восточной Европы в целом, и когда можно будет лицезреть воочию приближение данного действия? Я думаю, что он обязательно придет, не потому что придет, а потому что люди будут вынуждены это сделать, потому что накопление противоречий, накопление проблем любого характера, финансовые, социальные, экономические, политические, идеологические, отсутствие справедливости и всего остального, не буду все перечислять, а то 3 дня нам не хватает, они вынуждают людей не просто вспоминать то, что было, а сравнивать и понимать, что все плохое, 80-90% из плохого сегодня не было тогда. И было немыслимо невозможно. Если было вообще возможно, оно было наказуемое с высшей мерой наказания. Соответственно, для того, чтобы заставить 3 сестры, 3 части одного народа, как минимум 2 из них воевать друг с другом со стервенением и освирепением, которое было невидимо даже когда немцы воевали на этой земле, которые считали всех этих людей унтерменшами, это до этого надо как-то довести какими-то средствами массовой рекламы, агитации и дезинформации, дебилизации и дерационализации, которая является первым пунктом для неоколонизации, которая пошла после Беловежской пущи. То есть, если понимать вот эти процессы, то тогда лечение быстро будет видно. Но еще раз хочу напомнить то, с чем мы закончим, как каждый раз. Выключить телевизоры, и тогда все у вас приложится. Тогда мозги начнут заниматься свойственной своей деятельностью, они будут превращаться в фекальную субстанцию, которая мешает вам понимать тот мир, который телевизор вам преподносит. Вот это главное условие. Да, друзья, всем большое спасибо, что побывали на нашем прямом эфире. Пламен, благодарю за время и мысли. Друзья, братья и сестры, не друзья, товарищи, дамы, господа офицеры, господа не офицеры и другие не пьющие. Еще раз, выключить, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, аккуратненько сравнивайте, в сравнении познается, что называется, все, дьявол кроется в деталях, внимательно изучайте вот эти детали, внимательно прослушайте то, что было сейчас ответы на вопросы, и внимательно проверьте на официальные источники, на официальные учебники истории, на неофициальные учебники истории, особенно те, которые учили до 90-го года, и вы увидите, что все то, что сейчас происходит, это одни и те же процессы, которые были предопределены точно одними и теми же, скажем так, историческими закономерностями на случай, что делаешь 1 + 1, это всегда будет 2. 2 + 2 времен Архимеда и времен нашего времени было всегда 4. И всегда таким оно будет. Если кто-то верит именно этим зомби-визорам, он может считать, что 2 + 2 это -127, либо +364. Но это на самом деле так оно не есть. Поэтому будьте с нами, продолжение следует, будьте здоровы. Друзья, берегите себя, всем добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.